Тропический лес Амазонки является огромной экосистемой, которая представляет собой среду обитания таких опасных и удивительных существ, как капибар, анаконд, лягушек-древолазов и гигантских выдров. Однако лес является местом обитания не только тех существ, которые рыщут, плавают или ползают в его дебрях. Здесь обитает самый настоящий символ загадочной мощи Амазонки и по совместительству один из самых крупных семейств кошачьих на планете. В то время как львы, тигры и даже леопарды с гепардами оттачивают навыки охоты на копытных, эти хищники выслеживают кайманов и анаконд. Встречайте, ягуар – самая скрытная и свирепая кошка Америки, которая способна своими мощными клыками запросто прокусить череп почти любому живому существу, особенно тому, кто не поставил лайк. И это не мудрено, ведь там, где он обитает, равных по мощи и силе ягуару попросту нет. И сейчас ты узнаешь почему. Один из опаснейших зверей амазонских лесов – коварный и хитрый ягуар. На территориях обеих Америк он самый крупногабаритный представитель кошачьего семейства, а во всем мире занимает третье почетное место. Вид ягуара настолько завораживает, что его магический узор на шкуре можно рассматривать вечно, восхищаясь его неотразимостью и выдержкой. Высота в холке этого хищника достигает 80 сантиметров при длине мощного мускулистого тела, достигающего почти 2 метров. Длина хвоста этого же животного около 70-80 сантиметров. Весят такие хищники от 70 до 140 килограмм, в зависимости от условий обитания и наличия пропитания. Представители женского пола значительно меньше по сравнению с самцами. Известен случай, когда один из ягуаров весил почти 160 килограммов, что считается настоящим рекордом. К сожалению, в наше время такие увесистые особи встречаются крайне редко, либо не встречаются вообще. На самом деле, хищники, обитающие на открытых пространствах, характеризуются более крупными размерами по сравнению с теми, что проживают в лесных массивах. Это связано с тем, что на открытых территориях больше пищи для этих хищников, так как в условиях степных зон водится больше копытных животных, представляющих для ягуаров основу рациона питания. У этого хищника большая и крепкая голова, при этом челюсти достаточно мощные и больше квадратные, чем округлые. Тело мускулистое, стройное и сильное, уши небольшие, округлой формы. Глаза по-настоящему кошачьи, характеризуются хищным взглядом, волевым и где-то надменным. Конечности у хищника сильные, но не длинные, заметно мускулистые, позволяющие ягуару развивать скорость до 100 км в час, но только на короткой дистанции. Атака ягуара настолько стремительна, что у жертвы нет никаких шансов на то, чтобы уклониться. У этого хищника, меню которого представляет собой весьма разнообразные пищевые объекты животного происхождения, напрямую связан с ареалом обитания. Не всегда в их рационе достаточно копытных животных, поэтому хищнику приходится свой рацион питания расширять за счет других видов животных. Специалистам удалось подсчитать, что в рационе питания ягуара присутствует почти 90 разновидностей объектов животного мира. Ягуар, обитая в пределах своей территории, не имеет пищевых конкурентов, так как находится на вершине пищевой цепи. Из-за своих размеров и мощи вряд ли найдется в природе хищник, который бы смог поспорить с ягуаром. Конечно, в пределах его ареала обитания. Челюсти у этого хищника настолько мощные, что перед ним пасуют панцири черепах и броненосцев. Они раскалывают панцири, как орехи. Ягуары также разоряют черепашьи кладки яиц. Хоть и редко, но ягуары нападают и на домашних животных, особенно на крупный рогатый скот. У ягуаров прекрасно развит инстинкт охотника в сочетании с его силой, быстротой и способностью маскироваться. Хищник может поджидать свою потенциальную жертву, находясь как на деревьях, так и на земле, затаившись в густых зарослях. Ягуар подкарауливает животных на их тропах, по которым животные отправляются на водопой. Атака всегда быстрая и молниеносная, а также неожиданная. Зверь нападает либо сзади, либо сбоку, впивая своими зубами в шею своей жертвы. Наряду с удушением хищник может прокусить череп или позвоночник, что приводит к моментальной гибели животных. Таким способом ягуары умерщвляют кайманов, а крупных копытных животных ягуары стараются повалить на землю с помощью одного прыжка. В случае такого мощного падения у жертвы нередко ломается шея. Самое интересное то, что если жертва своевременно обнаружит засаду ягуара и попытается убежать, ягуар догонять ее не станет. Оставшись в засаде, он дождется очередной жертвы, не столь бдительной.
Ягуар может съесть свою добычу за один раз, если это возможно, но если добыча крупная, то он разделяет ее на 2 раза. Если за 2 раза ему не удается ее съесть, хищник оставляет ее тем, кто предпочитает падаль, а сам отправляется на поиски новой жертвы. Ягуары, если что, падалью не питаются, предпочитая только свежее мясо. Находясь в состоянии охоты, хищник издает ворчливые урчащие звуки с небольшими перерывами. Индейцы уверены, что этот хищник способен подражать звукам различных животных и птиц, чтобы заманить их поближе к своей засаде. Бразильцы же считают, что ягуары обладают способностью гипнотизировать своих жертв, усыпляя их бдительность. Это грациозное, красивое и одновременно сильное животное удостоено особого внимания среди местного населения. Эти животные предпочитают охотиться в одиночку, при этом они яростно охраняют свою территорию, которая может занимать площадь от 20 до 110 квадратных километров. Как правило, самцы контролируют территорию в 2, а то и в 3 раза больше по сравнению с самками. Ученые заметили, что часто у самцов территория представляет треугольник, и они через каждые 2-3 дня перемещаются в разные углы этого самого треугольника. Каждые 1,5 недели самец обходит свои охотничьи угодья, чтобы определить, кто посмел посягнуть на его территорию. В основном ягуар охотится либо под вечер, либо рано утром, когда еще не так жарко. Охота всегда приносит желаемый результат, независимо от того, где хищник охотится, на воде или суше. Охотясь на земле, ягуар не станет догонять свою потенциальную добычу, а вот охотясь в водной стихии, ягуар делает это с удовольствием, тем более, что в воде он чувствует себя не хуже, чем на суше. Он прекрасно лазит по деревьям, устраивая на них свои засады. В дневное время, когда особенно жарко, ягуары предпочитают отдыхать в тени высокой растительности или в кроне деревьев. Кроме этого, хищник для отдыха может расположиться в пещере либо в тени большого камня. Как правило, места для отдыха располагаются недалеко от водоема. В периоды сезона дождей этим хищникам приходится подниматься в кроны деревьев. Обитая в природных условиях, этот хищник находится на вершине пищевой цепочки, поэтому врагов практически не имеет. Бывают случаи, когда ягуары охотятся на слишком крупную добычу в виде кайманов, когда последние наносят ягуарам опасные раны и травмы. Но не в этом случае. Каждый раз охотясь, ягуар представляет угрозу всему живому, в том числе и этому каймановому крокодилу, который пока не знает, что его ожидает. Завидев свою жертву, ягуар подкрадывается на максимально близкое расстояние. Идеально спрятавшись в густой растительности, он просто выжидает нужного момента. Молниеносная атака делает свое дело, а крепкие челюсти лишь уменьшают надежды жертвы на спасение. Не совсем понятно, что за сражение происходит под водой. А нет, видимо, все предельно ясно. Кайман отчаянно сопротивляется, пытаясь укусом ответить на укус. Но все его попытки безрезультатны, и только сейчас он осознает всю силу и мощь этой кошки. Ведь от силы укуса ягуара шансы на выживание сводятся к 0. На этом все, мой дорогой зритель. Если тебе понравилось видео и ты только за подобные выпуски, пиши в комментариях, мне эта информация даст понять, чего действительно ты хочешь. Ну и про лайк не забывай. Ага, пока.